Да, здравствуйте, дорогие, здравствуйте, приветствуем вас в нашем прямом эфире. Да, добрый день. И у нас сегодня такая интересная тема. Мне аж самой интересно Льва послушать. У нас тема озвучена. Ой, да, спасибо, что присоединяетесь. У нас уже есть люди. Спасибо. Я знаю, что многие ждали этот эфир. Он в 20:00 по Москве. Но мы не в Москве. Сейчас у нас вот звучит церковь, колокол. Да, Бьют ровно. колокола, как раз мы готовы начать. И у нас тема очень такая интересная. Как запустить электромагнитный вихрь внутри собственного тела для достижения желаемого. Ну и, собственно, вот нам Лев об этом сейчас расскажет, потому что с научной точки зрения он это все очень прекрасно излагает. И как это в быту нам, обычным, нормальным людям, женщинам, как это все применять для реализации своих желаний. Ну вот так у нас сегодня будет. Да, ну начну я немножко с теории. Те, кто опоздают чуть-чуть, смогут в записи посмотреть. Я считаю, что теория все-таки немножко нужна, потому что давать простой рецепт, что делать, это легко, наверное, сделать, но люди часто не понимают и не следуют простым советам. Так, например, легко посоветовать пить стакан воды с утра и съедать яблоко, но без дополнительной теории, если не объяснить человеку, зачем это нужно и что будет, если этого не делать, то, наверное, будет сложно перейти и следовать этим советам. Так вот, я начну с теории, чтобы немножко вас подключить и объяснить, что будет, если ничего не делать, и что хорошего может быть, если все-таки начать практиковать и использовать разные ваши способности, которые у вас есть, которые вам нужно открыть. Ну, начну я, наверное, с физики. Я расскажу, что на самом спасибо, деле... что присоединяетесь, спасибо за сердечки, очень приятно. Прости. Да, поскольку все-таки вихрь электромагнит, я начну немножко с электромагнитного поля. Скажу, что согласно вот последним исследованиям ученых, уже становится понятно, что галактика, она держится не только за счет силы гравитации, но за счет электромагнитного поля, которое присутствует везде, и оно распространяется из центра галактики. Так вот, существуют такие волны, так называемая галактическая волна, которые периодически ходят, то есть, ну как на поверхности воды есть такие волны, рябь, вот такие же волны электромагнитные есть в галактике. И вот сейчас к нам приближается очень сильная волна из центра галактики. Это совершенно уже точно доказано, потому что ближайшие две звезды, которые находятся в сторону центра галактики, это звезда Барнар, 6 световых лет от нас, и звезда Проксима Центавра, которая 4 световых года от нас. Они вот за последние 10 лет они произошли трансформацию большую, то есть они вспыхнули. Раньше считалось, что они такие обычные звезды, не взрывающиеся, не пульсирующие, а сейчас они вспыхнули, то есть оказалось, что происходит вспышка такая, они ярче стали. И это все вызвано вот этой волной, которая приливная волна электромагнитная, которая сейчас к нам идет. И наше Солнце, скорее всего, тоже такая же периодически вспыхивающая звезда. Так вот, мы приближаемся к событию, которое приведет к тому, что Солнце вспыхнет, электромагнитно выбросит большое количество энергии и засветится совершенно другим светом. Не пугай. Нет, я хочу запугать. Я хочу запугать для начала, чтобы показать, насколько важно то, что мы сейчас дальше будем делать или объяснять для буквально выживания, потому что, в принципе, многие уже ученые и военные, которые готовятся к серьезным событиям, они ожидают, что эта вспышка может быть в этом солнечном цикле. 25-й солнечный цикл, который совсем недавно начался, он длится примерно 11 лет, то есть вот в ближайшие несколько лет это все может произойти. Так вот, напугав, я хочу вас успокоить, потому что на самом деле ничего плохого не произойдет, и эти события описаны в зороастризме очень хорошо, как солнечный огонь сабвартики, то есть просто сильные электромагнитные волны, электромагнитное поле будет от Солнца излучаться на Землю вместе с солнечным излучением. И, конечно, Земля будет принимать своим электромагнитным, и люди, самое главное, мы способны это поле принять и в нем существовать. Но для этого нам нужно развить собственное электромагнитное поле, которое вокруг нас есть. И вот теперь я перейду уже к тому, как собственное электромагнитное поле активировать, усилить и сделать его защитным полем, чтобы вам не страшны были никакие ни вспышки, ни энергии, ни негативные энергии, например, которые могут быть вокруг вас.
Ну да, и все-таки как достигать желаемого при этом, при всей этой прекрасной теории. Разумеется, на самом деле потом я в конце уже открою секрет, каким образом это приводит к исполнению на самом деле всех желаний, и можно этим пользоваться в повседневной жизни. Новые туфельки, не только новая для сумочка. самозащиты, но и для получения своих целей. Так вот, расскажу я сначала о вихре, то есть о форме. На самом деле электромагнитное поле, вот если вы видели картинку вокруг Земли, оно имеет форму такого сплющенного шара, то есть с двух сторон есть северный полюс, южный полюс. Тор. Да, и вот лучший, наверное, пример — это показать живое яблоко. У него как раз есть две такие вот ямки. И вот именно такую форму имеет электромагнитное поле вокруг человека и электромагнитное поле вокруг Земли, нашей планеты. Спасибо, что присоединяетесь. Да, за сердечки тоже спасибо. Вот про эти вот ямки сейчас я и поговорю. Они на самом деле имеют характер вихря, то есть видите, такая воронка. Вот, и отсюда будет вытекать механизм, как же запустить это поле. Вот, ну, во-первых, расскажу я вам, как же возникает вихрь в природе, где еще встречается такая форма. Вот именно такую форму имеет ураган. И для того, чтобы ураган появился, нужно, чтобы было два фактора. Это теплый океан, который подогревает воздух снизу, и холодная атмосфера сверху, которая накапливается, и тяжелая, она хочет упасть. Вот когда эти два фактора есть, появляются два вихря. Один вихрь — это поднимающийся теплый воздух, он начинает закручиваться, если снизу смотреть, то по часовой стрелке, если сверху против, это в северном полушарии, и пробивает такую вот как бы дырку вверх, и через эту дырку начинает холодный воздух опускаться. И на самом деле возникают два вихря. Один холодный воздух, который опускается, и один теплый, который поднимается. Это вот важная для нас, для понимания, фундаментальная форма, потому что понимать это нужно для управления. То есть мы когда медитации или там практики по управлению этим полем будем обсуждать, я вам расскажу, вот нужно будет иметь в виду вот эти два потока. Вот еще для большего пояснения, да, вот, например, вот верхний поток. Представьте себе, что вы спускаете воду в ванной, и вода закручивается в воронку. Вот она имеет такую форму. И там она вращается, кружится. Вот это и есть вихрь нисходящий. Вот это нисходящий поток воронки. Сверху Будем вниз, называть его мужским потоком, потому что он соответствует сознанию мужчины, который опускается сверху вниз. Это холодный воздух вот, в случае вихря. И второй поток снизу, как его представить? Ну, например, представьте, что очень нагрелось где-то поле, и теплый воздух поднимается вверх, вот, закручиваясь в вихрь такой, небольшой, маленькую воронку. Снизу вверх поднимается теплый воздух. Это такой женский поток. И вот земной, именно да, от земли идущий поток вверх. И именно этот поток позволит вам потом усиливать и поддерживать это поле. Я расскажу, какие аффирмации делать и какое внутреннее действие сознанием нужно совершить, чтобы активировать этот нижний поток, женский. Когда два потока встречаются рядом, они начинают соединяться. То есть вот если поток, если воздух, например, теплый идет вверх, холодный вниз, где-то опускаются, они по-любому начинают притягиваться. Они притягиваются и соединяются в один мощный торнадо, в котором на самом деле две воронки есть. Одновременно там поднимается теплый, опускается холодный. И вращение тоже вот в две стороны происходит. Вот так же работает и в сознании, в случае сознания. Если женщина запускает женский поток энергии снизу вверх, я тоже расскажу, как это сделать, то мужчины, которые рядом оказываются, они чувствуют, что у них активируется мужской поток, и энергия сознания начинает опускаться вниз, и они потом стремятся соединиться. На этом основано притяжение мужчины и женщины через сознание, то есть не только через физику, но и сознание также притягивается. Вот. И в дальнейшем вот это свойство человеческого поля электромагнитного изучено очень хорошо Институтом математики сердца, который говорит, что вокруг человека существует такое же электромагнитное поле, и источником этого поля является сердце человека. Ну, сердце не только физическое, тут и легкие работают, и физическое сердце, но вот это поле мы называем самим сердцем большим, потому что для нас важно
важно не то, как оно, где его источник, но важно, какую оно форму имеет окончательно, то есть как оно выстроилось вокруг человека, какие характеристики имеет, насколько оно стабильное. И более того, это поле начинает обмениваться информацией с окружающим миром, то есть оно начинает транслировать. И вот когда мы перейдем к своим исполнению своих желаний и целей, мы будем использовать механизм транслирования желания во внешнюю среду. Вот эта трансляция желания возможна через это электромагнитное поле, и особенно, когда вы активируете женский восходящий поток энергии. Ну, заранее скажу, что для этого нужно будет это желание прям почувствовать, что вы хотите это, хотите. И особенно, ну, например, когда вы общаетесь с каким-то мужчиной или видите красивую машину, вы говорите: я хочу такую машину, я хочу, чтобы у меня была такая машина, или я хочу хорошую жизнь, или я хочу хорошие отношения, вот такие хорошие отношения. То есть вы просто начинаете это транслировать вовне, это можно делать словами, говоря об этом, это можно делать мысленно, это можно внутри через чувства делать. В любом случае, если вы искренне транслируете свое желание, оно вот в это поле попадает и начинает вовне излучаться. И тогда, если есть мужчина рядом, и он хорошо, у него это тоже поле работает, начинается притяжение, и ваши сердца могут соприкасаться, и вы почувствуете, что мощные два сердца хорошо работают. Поясни, пожалуйста, что значит хорошо работает? Ну, хорошо работает, значит гармонично. Да, гармонично. На самом деле мы вот на своих тренингах рассказываем о принципе восьмерки. Вот он принцип восьмерки, и на нашем логотипе вы тоже можете увидеть перевернутую восьмерку. И эта восьмерка, которая состоит из двух кругов, каждый из которых это на самом деле сердце, сердца двух людей, они, соприкасаясь, они образуют гармоничную конфигурацию. То есть не то, что одно сердце поглощает другое, там, или у одного нет, а другое, один человек имеет общее сердце для всех. Вы знаете, иногда любящие люди говорят: у нас одно общее сердце на двоих. Вот, это не совсем гармоничная ситуация. Мы приветствуем гармоничную ситуацию, конфигурацию, когда два сердца, два шара, два вот этих поля соприкасаются с друг другом, образуя вот такую восьмерку, которая есть у нас на логотипе из двух сердец. То есть вот соприкосновение – это очень важный момент взаимодействия. Это соприкосновение может быть между мужчиной и женщиной, любящими в паре. Это может быть между мамой и ребенком, между вами и Машей мамой, или просто друзьями. То есть, на самом деле, такое гармоничное взаимодействие может быть множественное. С коллегами, с начальством. Много, если ваше сердце хорошо работает, вы можете соприкасаться со всеми окружающими людьми и выстроить гармоничные взаимоотношения. Они могут быть разные, гармоничность может быть чуть-чуть разная в зависимости от того, как вы привыкли общаться. Но суть гармоничности, что не разрушая чужое сердце. То есть самое главное, что у каждого есть индивидуальное сердце, вы можете легко взаимодействовать даже на большом расстоянии, но при этом не разрушая, не вторгаясь в чужое поле, а просто предлагая. Вот эта точка соприкосновения двух сердец имеет очень важное значение, вы можете к ней обращаться, то есть не к самому человеку, а вот к точке вашего взаимодействия гармоничного. Будь то начальник, или друг, или коллега, или мужчина, вы фокусируетесь на точке вашего взаимодействия и транслируете туда и ваши желания, и ваши цели, и то, как вы видите ваши отношения, прямо вот в точку соприкосновения, чтобы это ваше видение не вторгалось в поле другого человека, а просто было предложено вами. И когда человек захочет, и насколько он захочет, он это примет и начнет с вами взаимодействовать. Вот, так, вернемся теперь к тому вопросу, как же запустить этот механизм вот этого вихря, этого поля своего собственного. И я уже начал говорить, что мы для этого будем два вихря внутри себя создавать. И начнем мы с женского вихря. Я вот переверну яблочко это снизу вниз, да, то есть вот этот черенок, он получает питание от дерева, через корни дерева, от земли. И вот это вот получение питания от земли и подъем этой энергии, живительная энергия, это вот женский поток. И когда вы внутри себя активируете этот женский поток, вы ощущаете просто свою связь с Землей, с планетой, с энергией Земли, с стихиями, вода, земля, воздух, огонь, любые стихии вы в себе чувствуете,
поднимаете, и вот они переходят на физическую силу, то есть вам дают здоровье. И следующий шаг подъема этой энергия поднимается в желание, в эмоции и в желание. Это центр, один центр, который отвечает и за эмоции, и за желания, эмоциональные переживания такие яркие. И вот эту энергию вы начинаете внутри себя ощущать, но не изливайте ее в сыром виде вовне, потому что она может повредить как вас, так и отношения ваши или других людей, а удерживайте внутри себя как мощный такой котел, источник мощной энергии, который может напитывать как вас, так и близкого вам человека. И вот эту энергию, поднимая вверх, вы в виде желания формулируете, то есть, а вы хотите то, я хочу это, можно прям говорить это пространство. Прости, пожалуйста, я сейчас хочу пояснить. Откуда, куда, что поднимают? Вот просто я вижу и вопросы, и такие моменты. Вот, физически через тело вы ощущаете связь, стопы связаны с землей, то есть прям конечности, стопы, руки, это все связано с землей. Из земли вы чувствуете, как вибрация земли, вот прям хорошо бы быть на природе, там ощущать связь с травой. Она поднимается в ваше тело и наполняет вас земным теплом. Это эфирная энергия, которая вас наполняет. Она заливает ваше тело, и вы ощущаете расслабление, тепло, здоровье, такой прилив сил, энергии какой-то. И это как бы первая ступень. Потом следующая ступень – эмоции, когда вы ощущаете эмоциональный какой-то подъем, радость, удовольствие. Вот удовольствие на уровне тела вы прямо ощущаете внизу живота. И это наш второй центр энергетический, условно назовем его вторым, потому что много чакральных систем. Я вклинюсь, ладно, чуть-чуть, потому что мы все время говорим про чакры и постоянно говорим про энергии, потому что мы энергопрактики, мы этим занимаемся. Так вот, желание рождается в нашем энергетическом центре, в женском, в нашей матке. То есть именно этот центр, сакральный, женский, он очень мощный, и мы в нем энергии не подавляем, эмоции не подавляем. Захотели там дом, машину, замуж, туфли, юбку, сумку, и позволили себе это. Но потом мы подняли вот это желание на уровень сердца. Правильно? Да. Вот. И я просто вам механизм, потому что мужское изложение и женское немножко разное, тем более я занимаюсь женскими практиками, именно мы работаем. И еще сейчас уж пока идет такая энергия, вот это наша восьмерка, которую мы и транслируем, и везде, и у нас в логотипе она, и вот сейчас Лев объяснял с двумя яблоками, так вот эту восьмерку мы выстраиваем тоже между своей маткой, между своим сердцем. Это два мощных энергетических центра, которые мы балансируем вот этой вот восьмеркой, и вот наши эмоции, которые закрыты, иногда скрыты и запечатаны внизу, они иногда прорываются некорректно в виде крика, эмоций, в виде каких-то раздражений. Мы учимся балансировать через сердце и приходить к такому гармоничному очень состоянию. И поднимая эмоции, свои желания, то есть желания рождаются внизу, мы их поднимаем на уровень сердца и смешиваем здесь уже с чувствами. Они превращаются в чувства, в более осознанные и спокойные желания, которые наполняют окружающее пространство энергией для их исполнения. И вот здесь два варианта. Если у вас есть рядом мужчина, который реагирует на вашу энергию и взаимодействует с вами, то вы просто поднимаете, усиливаете этот женский поток, транслируете через чувства вашу готовность принимать эти желания и сами ваши желания, и энергию, которую вы готовы дать для исполнения желаний. И ощущаете, что у мужчины рядом, который находится, у которого мужской поток нисходящий, а мужской нисходящий это означает поток по исполнению желания, по реализации этого желания, по осуществлению. Этот поток начинается где-то на уровне мечты и переходит в планирование, в конкретные действия и в реализацию. Этот поток классически, в идеале, хороший мужчина им владеет, и он это может сделать. Он может считать, услышать, почувствовать ваши желания на интуитивном уровне или услышать ваши слова. И в какой-то момент он спланирует, что вот это желание можно осуществить тогда-то, тогда-то, я сейчас сделаю такие-то шаги, и к такому-то моменту это желание осуществится, потому что тогда моя любимая женщина будет в этот момент счастлива, и она дарит меня
своим богатством, то есть своими энергиями. И вот про это богатство я тоже сейчас поговорю. То есть вы, если вы транслируете пространству свои желания, вы готовьте подарки, которые вы этому пространству готовы отдать за исполнение этих желаний. То есть та положительная энергия, которую только женщина может сгенерировать. И это энергия как бы получается как приданое такое, да, вы хотите замуж, вы готовьте приданое в виде ваших энергий, ваших ценностей, богатств, которые у вас есть, которые вы готовы отдать будущему мужу, подарить, вот. И это сердечная энергия в первую очередь, которую вы можете внутри себя культивировать, накапливать, удерживать. Да, это именно так. То есть вы как бы, желая себе мужчину, притягивая к себе мужчину, если вы хотите хороших отношений, так будьте готовы. Прости, я не обязательно притягивать, может у всех уже есть, но гармонизировать уже с имеющимися отношениями. Совершенно верно. То есть это не обязательно прям. Не обязательно, да, за новым гоняться. За новым гоняться. Да. Так вот, так что же это за энергия сердечная? Вот мы этому очень активно обучаем, это кажется все очень просто, а на самом деле эти энергии очень ценны, и они являются настоящей внутренней валютой в отношениях. То есть никакие деньги так не ценятся, как эта внутренняя энергия. Это сердечные 4 основных энергии в сердце. Это, конечно же, любовь в первую очередь. Любовь, которую вы готовы отдать и испытать, и переживать вместе. Это понимание, потому что мужчине обязательно нужно, чтобы его понимали, чтобы был рядом человек, который вот все понимает его, принимает его таким, какой он есть, со всеми недостатками. Тут же его прощает, потому что нужно уметь прощать. Любому мужчине требуется рядом человек, который его простит и успокоит. И благодарность. Благодарность за все, что он сделает или не сделает, и за то, что он рядом, за все. То есть благодарность это закрепляет все и наполняет еще большей ценностью. Вот 4 простых энергии, которые есть. Это и есть то самое преданное, которое мы накапливаем. И оно накапливается в этом сердце. То есть чем больше этих энергий вы культивируете и удерживаете внутри себя, тем сильнее становится ваше поле электромагнитное. Это поле излучается вовне. Окружающие люди это начнут замечать, что у вас внутри есть ценность. Они даже более начнут как-то вот притягиваться к вам, охотиться за этой энергией. Понимаете, пытаться ее у вас хоть как-то обманом сначала забрать или еще как-то другим способом, но вы почувствуете к себе интерес, вы начнете почувствовать придирку, потому что у вас есть ценности, вы ее транслируете, у вас ценнейшая валюта, да. И тогда уже вы транслируете свои желания и гармонизируете отношения, чтобы они были гармоничны для вас обоих, и выстраивались они наилучшим образом. То есть у вас есть чем приманить пчелу на цветок, есть своя собственная цель, желание, и есть способность гармонично устраивать отношения, и есть возможность на расстоянии даже тестировать, потому что люди, когда начинают сближаться, они еще даже еще не встретились, не познакомились, они уже начинают чувствовать вот это вот взаимодействие полей электромагнитных, которые распространяются на большое расстояние, и уже гармонизируют, им сердца уже начинают подсказывать, будет здесь что-то гармоничное или не будет. То есть начинает сканировать что внутри и по сути моделировать все будущее взаимодействие, притираться и чувствовать, что придется отработать внутри себя, что придется принять, чем помочь человеку, какие-то слабости, которые нужно будет поддерживать друг друга. Вот начинается вот эта вот притирка еще задолго до этого. Это мы называем интуицией, и развивать интуицию возможно, и пользоваться ей, конечно же, нужно. Вот, все это дает вот это вот электромагнитное поле, теперь это уже изучено, и оно должно работать в состоянии когерентном, то есть таком ровном, понимаете, не стрессовом. И точно так же, как электромагнитное поле Земли, оно должно быть ровным, то есть север должен на север показывать, юг на юг. А понимаете, когда магнитное поле Земли находится в стрессовом режиме, ну вот от солнечного ветра, от солнечного Земли, оно начинает колебаться, и магнитная стрелка компаса, она уже начинает тоже колебаться, не всегда показывает на север, там это называется ослабление полюсов, смена полюсов, они даже движутся. Последние годы очень быстро, то есть вплоть до возможного переворачивания полюсов в другую сторону. Такие периоды были, называется экскурсия полюсов, потому что они переворачивают и тут же обратно. Но тем не менее эффект очень большой. То есть вот так раз перевернулось и обратно. Но чтобы это не пугать, вывод отсюда достаточно
должен быть очевиден, я так надеюсь, но все-таки придется повторить, наверное, что первая задача выстроить собственное электромагнитное поле. Это поле, это и есть сердце, то есть Каким открывать образом? сердце, выстроить сердце, да. Как девочкам открыть свои Да, кстати, сердца? да, вот 2 шага нужно, да. Сначала женский поток, я о нем подробно объяснил, а вот здесь получилось 2 варианта. Если мужчина есть, то через него опускает, а если нет мужчины, или вы хотите, например, достичь равновесия Внутри себя, внутри без себя, ну или хотя бы на какой-то период времени, может быть, на полдня вам нужно равновесие, а мужчина будет, ну, вы встретите его там, ну, в конце дня. Или где-то он. Ну да, то не есть рядом. вам нужно равновесие автономное. Тогда вы также активируете верхний нисходящий поток. Для этого это все очень просто. Вы направляете свою женскую энергию, то есть свою любовь к Творцу, в космос, можете к источнику, да, к духу, направить. как угодно, независимо от вероисповедания. Да, можно направить в центральное Солнце, то есть или в наше Солнце, или в центральное Солнце галактики. Так многие тоже успешно делают, в центральное Солнце. И почувствовать, что на самом деле у вас есть тоже связь звезд со звездами, не только у мужчин, но у женщин абсолютно такая же связь со звездами есть. И вы почувствуете, что в ответку, в обратную сторону вы почувствуете этот поток любви солнечный, такой космической, от Солнца, от центрального Солнца, от источника. И вы можете через макушку эту любовь принять, вот через эту воронку, и опустить ее в свое сердце. У вас тогда в вашем сердце соединятся 2 потока, снизу вверх и сверху вниз. То есть любовь от Земли, такая материнская любовь, от плотной материи, и космическая любовь, звездная, через излучение Солнца. Вот также и яблоко точно так же получает энергию из 2 источников. Одна через черенок земную энергию от дерева, и вторую через листья, да, и через солнечный свет. Вот эта вот ямка олицетворяет получение божественного света, то есть света Солнца конкретно. Дерево получает излучение Солнца и с фотосинтезом генерирует энергию. Вот зеленое яблоко тоже вырабатывает через фотосинтез энергию. Вот 2 источника. И это образует вот этот вот тор, вот этот двойной вихрь. И этот двойной вихрь в природе на самом деле является очень-очень живой такой и часто встречающейся стабильной формой. Она соответствует жизненной форме, получающей энергию из 2 источников. Вот наше сердце и поле Земли электромагнитное, и Солнце, и галактики, все имеет такую форму. И поэтому мы, создавая такую форму, на самом деле резонируем с магнитным полем Земли, Солнца, центрального Солнца. И мы входим в такое взаимодействие, которое иногда называют переходом в 4-е, в 5-е измерение сознания, подготовкой к вознесению, или хотя бы достаточно для себя понять, что вы готовитесь к усилению магнитной активности Солнца, чтобы быть устойчивыми, и это не влияло на ваше самочувствие, потому что состояние этого поля очень сильно влияет на самочувствие, и если что-то вы чувствуете не так, это всегда можно понять, просканировав, и понять, что в этом поле находится травмирующее. Вот такая была и теория, и практика. Можно я практику еще дам, пожалуйста? Да. Потому что я вижу, девушки как-то затихли, тебя слушают, все серьезно, внимательно. Да, очень я рада, что есть в эфире у нас люди, и действительно все, затаив дыхание, тебя слушают. Но я как человек практический, как женщина земная, я люблю все вот эти теоретические вещи применять на практике. И мы действительно ведем курсы, тренинги, у нас вот сейчас интенсив тоже скоро будет. Так вот, сейчас хочу в эфире дать вам, закрепление вот этой прекрасной теории, которую Лев нам изложил. И я повторю, что для того, чтобы выстроить себя внутри ровно, сбалансировать эмоции и чувства, то есть чувства у нас в сердце, эмоции у нас в нашем сакральном женском центре, в области нашей маточки. Это вот 2 центра. Я об этом говорю и буду говорить, и буду продолжать говорить.
И мы как бы мысленно выстраиваем восьмерку между двумя этими центрами. То есть мы прям вот чуть какой-то гормональный фон, что-то там у нас кто-то выбесил, что-то там случилось, хоп, села мысленно и восьмерочку сделала от сердца к матке и обратно. Можно в одну сторону, можно в другую сторону, баланс выстроила. Прям интуитивно. 2 минуты. Это вот такая практика, лайфхак, вот вам сейчас в эфире, и это сохранится в записи, это вы будете делать. Это первая такая секретная, да, вещь. И вторая, то, что я вот хочу тоже вам озвучить, для материализации желаний. То есть, когда мы соединяем два вот эти потока, как Лев объяснил, да, нисходящий, то есть сверху вниз нисходящий божественный, он идет сверху и достигает нашего сердца. И восходящий, то есть снизу, от земли, через ноги, и также мы это протягиваем как бы до сердца. И вот на уровне сердца эти два потока у нас соединяются, знаете, как в такой прекрасный танец, как две энергии, да, две ленты, две такие, одна белая божественная, другая, ну, какая-нибудь оранжевая земная. И вот на уровне сердца они соединились, и здесь тоже вот эта волшебная наша восьмерка практики, мы их даем, их очень много разных. И вот на уровне сердца горизонтально я вам предлагаю это попробовать, вот прослушав, просмотрев этот эфир. Мы рисуем восьмерку к своему желанию. То есть вот в горизонтальной плоскости вот так мы рисуем от своего сердца к чему-то. Вот поэкспериментируйте. Вы можете к своему человеку какому-то, просто восьмерку, причем она может масштабироваться, она может быть огромной, может быть, ну неважно, через стены проходить. У нас наши ученики экспериментировали с руководством на совещаниях. Вы сидите на совещании, начальник там что-нибудь какой-нибудь гневный, вы хоп, ему восьмерочку вот так вот горизонтально от своего сердца к его и наблюдаете, что происходит. Да? Даем секретную такую нашу технику. Да. Или, например, проехала машина какая-нибудь дорогая, какой-нибудь красный Мерседес, и вы его хотите, и вам нравится. И вы как бы во Вселенную вот через эту восьмерку тоже даете запрос. Ага, мне вот такое же, я согласна, мне вот такой Мерседесик очень подходит. И к нему восьмерочку, оп, такую простроили энергетическую. И еще по этой восьмерке от своего сердца туда направили любовь. Да? Или вот все озвученные 4 энергии сердца. То есть и любовь, и принятие, и благодарность, и ну, может быть, прощение, знаете, там, может быть, мысль какая-нибудь закралась, какая-нибудь зависть, да, вот у меня еще нет такой машиночки. Раз, и тут же себя простили. Ну, то есть, и вот прям по этой восьмерке направили весь позитив, на который вы только способны вот в моменте. Или шли мимо витрины, увидели там, опять-таки, я фанат просто сумочек, туфелек, у меня их 100-500 штук, вот, раз, и восьмерочку направили, ой, я тоже такую хочу. И потом посмотрите, как пространство начнет вам откликаться. Ну, такая вот интересная практика, которая работает в повседневной жизни, когда у вас вот этот вихрь, он запущен. Ну, а в более серьезных случаях, если вам нужно решать какие-то серьезные жизненные вопросы, то, конечно, потренировавшись на мелочах, вы то же самое делаете к важным таким вещам. Построение дома. Иногда, да, иногда само сердце вам подсказывает самые актуальные задачи, которые перед вами стоят, или самое важное, что вам необходимо в первую очередь сделать. Тогда вы просто следуете этим подсказкам, оно может прямо вам под чувствами показывать, что вот это надо сделать, или вот это самое важное, или вот здесь боль какая-то, ее нужно понять, убрать. И тут самые разные, конечно, могут быть реакции, и слезы, и радость, и вдохновение какое-то, и боль. И все это главное начать чувствовать, начать переживать, не убегать от этого, потому что от своего сердца убежать невозможно, оно все равно есть. Какое бы оно ни было, его принять надо сначала таким, какое оно есть. Там может оказаться оно в зависимости от того, как вы с ним обращались в течение жизни. Если плохо обращались, то в сердце могло накопиться что-то болезненное. Обиды. Если хорошо обращались, то там одна только любовь и радость. Вот, это все ваше. Не отдавайте свое сердце никому, не позволяйте никому другому в своем сердце управлять, потому что если вы не расчищаете и не владеете, не управляете своим сердцем, то кто-то это будет делать.
А сердце отвечает за причинно-следственные связи, за события, которые в жизни происходят. То есть вы же не хотите, чтобы какая-то гадалка вам жизнью вашей управляла. Ну, Да. так берите тогда это управление в свои руки, иначе кто-то это будет делать. Таролог может. Доброжелатели или Кто недоброжелатели. То есть, ну, бывшие мужчины это могут делать, родители могут делать, доброжелатели, Дети. недруги, дети могут даже манипулировать Да. вами. То есть, кто угодно будет вами манипулировать, если вы не соединитесь со своим сердцем. Только соединившись вместе со своим сердцем, став с ним одним целым, вы, во-первых, получите инструмент управления своей жизнью, раз. Во-вторых, вы возьмете ответственность за свою жизнь, два. И, в-третьих, вы, конечно, прогоните те манипуляции, которые вам не нужны в вашей жизни. Это три. То есть это три важнейшие задачи, которые вы можете решить, если вы начнете со своим сердцем соединяться вместе в одно целое, становиться с этим сердцем одним целым. Потому что вот то, что я наблюдал часто у людей, у них как бы сердце отдельно от них, оно летает как бы на ниточке, понимаете, как воздушный шарик. Вот человек идет, а у него на воздушном шарике сердце висит. И причем он не понимает, он не знает, что оно там висит. То есть он его не видит, он его не чувствует и не сканирует. Это значит, что любой прохожий, кто угодно, он может с этим шариком делать все, что хочет. Нарисовать на нем, допустим, рожицу какую-то кривую. Вот. А на человека это повоздействует. Поэтому свое сердце находите, доставайте его за ниточку, истребуйте его себе и держите при себе как можно ближе. Потому что вам нужно сразу отслеживать все, что в сердце происходит. Тогда оно вам начнет давать интуитивные подсказки, а если вы будете с ним разговаривать, отдавать ему свои желания, то оно также будет транслировать это вовне и притягивать и осуществлять все ваши желания и цели. Вот. Ну, как-то так. Поэтому с такой вот любовью и с гармонией, которой мы готовы поделиться вам из наших сердец, в ваши сердца, пообщайтесь с ними, примите ваши сердца, они очень ценны. И давайте строить на земле вот такой мир, который основан на общении с сердцем. Через восьмерку. Общение с сердцем добавляет еще одну координату через чувства. То есть это четвертая координата общения. Если обычно человек живет в трех координатах, то есть физический мир, эмоции и мысли. Вот три координаты, поэтому трехмерная жизнь, трехмерное сознание. И четвертая координата – это чувство. Поэтому помимо трех названных, еще чувства. Вот люди, когда общаются чувством, они чувствуют, что они в четырех координатах начинают общаться. Вот, поэтому давайте жить в четырехмерном пространстве сознания. Это уже как бы призыв к расширению многомерности вашего сознания. Вот, так что любим вас и всячески ждем ваших успехов, вдохновляем вас на счастливую жизнь.